Привет, дорогие друзья! Ну, наконец-то пошли долгожданные дожди. Уже несколько недель подряд, через день или даже почти каждый день идет какой-то дождик. И есть надежда, что грибочки начали пробиваться. И может мне сегодня повезет, и я найду что-нибудь необычное и нестандартное. Конечно, вы все это увидите. Ну что, вперед за мной на разведку! Какой шикарный запах. Я имею в виду, что... О! Смотрите. Смотрите, вот они веселки. Уже выстрелившие. Смотрите, их здесь много. Ого, ничего себе. Смотрите, 1, 2, 3, 4. Вот здесь еще смотрите. И мухи летают, мухи. Ну, без мух здесь никак. Потому что споры распространяют именно насекомые. Да, запах, конечно, чтобы не сказать прекрасный. Вот, смотрите, здесь уже практически все споры поразносили. Видите, уже не зеленая шляпка, а белая такая, пустая. Так, ну что, здесь можно поискать яйца, которые можно использовать для приготовления чего-нибудь интересного. Так, вот одно есть яйцо. Так, одно есть по-любому. Что здесь у нас? Ничего. Так. Ха-ха. Вот эти грибочки сегодня утром еще их не было видно 100%. А сейчас, видите, они какие здоровые. Дело в том, что гриб растет очень быстро. Веселка рекордсмен по скорости роста. Как зафиксировали ученые, 5 мм в минуту. Посмотрите, какой здоровый плютей. Плютей оленей. Смотрите, какая шляпа. Ха-ха. Но этот я брать не буду. Хотя можно брать. Это гриб, хотя и 4 категории. То есть считается не очень ценным грибом. Вернее, совсем не ценный. Но съедобный. Поэтому для общего количества в сковородке можно было взять. Но это слишком уже большой и старый. Поэтому пускай себе растет. О! Цыпа. Цыпа. Лесная курочка. Трутовик серно-желтый, только какой-то он такой слишком какого-то непонятного цвета. Ну да, это он, конечно. Вот, видите? Не очень молодой, ну, в принципе, еще в таком состоянии, что можно его брать. Немножко объеденный, но ничего страшного. О. Ха-ха. Ам-ням-ням-ням-ням-ням-ням. Вот этот грибок, ребята, гриб печеночница или тещин язык. Ой, какой он аппетитный. Ой, какой аппетитный, молоденький. Очень вкусный гриб, мне очень нравится. Так, сейчас я его срежу. Ой, какой свеженький и молодой. Приятно к нему даже прикасаться. Ой, как масло режется. Прямо как масло. Гляньте, а? Сочный, красивый, вкусный молодой грибок. Какой же он яркий и сверкающий после дождя. В некоторых странах его называют бифштекс или воловий язык. Ну, действительно, гриб похож на кусок мяса или говяжью печень. Печеночный гриб – это отличный съедобный гриб. К
К тому же спутать с другим грибом его просто невозможно. Благодаря его внешнему виду двойников у него не существует. К тому же это еще и очень особенный гриб. Если вы встретите его в лесу, то обязательно берите его в свою корзину. В некоторых странах, представьте, 1 килограмм этого гриба стоит до 50 евро. Чем же уникален печеночный гриб? Об этом речь пойдет немного далее. Живописный такой ручеек лесной. И рядом сидит. Кто это? Это, друзья мои, бледная поганка. Один из самых страшных, если не самый страшный гриб, который в наших лесах можно встретить. Да, к сожалению, некоторые путают этот гриб с зеленой сыроежкой. Вот, но есть несколько отличий. Я возьму листик, прежде чем сорвать, чтобы руками не трогать ее. Ну вот, смотрите. Почему сыроежки всегда желательно срывать с корнем? Ну, чтобы ножка до конца была видна. Обратите внимание. Видите, вот такой вот клубень. Это свойственно бледной поганке. У сыроежек такого клубня нету. Это раз. Следующее. Остатки покрывала. У сыроежки покрывала нету. Видите? Вот. Можно еще попробовать, как снимается шкурка. А шкурка снимается, видите, от края к центру. У бледной поганки только так. Видите? Вот таким образом. Сыроежка, на сыроежке шкурка снимается, ну, в основном так, по окружности или сразу же пластом. Вот такие вот несколько отличий. Сиди, дорогая. О, сиди. Красавица. Ух ты! Ух ты! Гляньте, какой гриб большой. Это у нас, знаете что? Это у нас рядовка желто-красная. Ну, какая шляпка здоровенная. Многие этот гриб не берут вообще. Вот. Но на самом деле это съедобный гриб. Съедобный гриб, правда, 4-й категории вкусовых качеств, но, тем не менее, его запросто можно собирать и употреблять. Смотрите, какой здоровый. А здесь 2 маленьких еще вот таких красавчика. Так, возьму я этот гриб, возьму для общей картины и для, так сказать, объема моего сегодня урожая. Ха-ха! Ударим мы сегодня по печени. Вернее, по печеночнице. Опять нашел. Смотрите, и опять молоденькая. Ай, красота. Надо заметить, обратить внимание на время, когда я нашел эту печеночницу. Значит, в следующем году она тоже здесь будет, скорее всего. Смотрите, какая жирная, мощная, сочная, аппетитная. Какая интересная форма. Сверху что-то выросло, непонятно. Как-то так шляпка выглядит. Смешно. Так. Ну вот этот я трогать не буду. Пускай себе растет дальше. Красивый, конечно, лес сегодня. Вот. Ну, по таким оврагам тоже приходится лазить. О! О! А вот еще один, смотрите, я надыбал. Еще один тещин язык. Ах, это теща. Ай, какая хорошая. Язычок. И рядом муравейник. Так, срезаю быстрее, чтобы меня не покусали. Так. Ой, красота. Как мне этот гриб нравится. Он такой
мягкий, такой сочный. Собирать его одно удовольствие. О, гляньте. Какая красота. Аж сочится с него все. Вон, посмотрите. Да. Так. И режется прекрасно просто. Чудесный гриб. А вот тещин язык, только маленький. Ну, обычно у тещи длинный язык, а это такой вот начинающий тещи растет. Вот такой язык. Так, ну что, сейчас как-то его срежу, наверное, не сорву. Попробую. О, есть. О, а тут какой красивый язык. Вот это теща языкатая. Смотрите. Ой, какой мягусенький. Красавец. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Так, будем отрезать. Отрезать. О! О! Упал. Упал язык, упал. О, смотрите. Опять же какой сочный, красивый, да? Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. А вот здесь вот на дереве, видите, остался маленький. Я его трогать не буду. Может быть, позже подойду, если никто его не найдет здесь. Печеночный гриб, хотя и разрушительно влияет на деревья, для человека это ценный продукт. В грибе находится больше белка, чем во многих других грибах. А кроме различных витаминов и микроэлементов, в нем ученые обнаружили полисахарид ланофил. Он заставляет нашу печень выделять необходимые ферменты, благодаря чему восстанавливается нарушенный обмен веществ. Гриб используют даже как противораковое средство. Печеночница очень вкусный гриб, но имеет приятный кисловатый привкус. Это неспроста. Гриб содержит просто огромное количество витамина С. Представьте, всего 100 грамм гриба содержит дневную норму витамина С взрослого человека. Существовало поверье, что печеночный гриб – это язык проклятых рыцарей. И если срезать гриб, на грибника нападет рыцарь, хозяин этого языка. Так что, ребята, поспешу домой, пока меня не догнали, потому что языков я сегодня нарезал достаточно. Всем пока, до следующих встреч.